Кто часто вспоминает о тебе? Может быть, это бывшая, может быть, какой-то закадычный друг, а может быть, те, у кого вы одалживали деньги, либо же кто вам одалживал. Ну, давайте смотреть, мальчишки. Как всегда, с вами Вика. И новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Прикроем все, что не нужно. Итак, знаете, вот вы человек, который в своей жизни испытал очень много таких тягостных моментов, да, вот как будто судьба вас испытывала. Очень часто, ну, плюс-минус, да, поскольку это общий расклад, у кого-то чаще, у кого-то реже, были ситуации, когда нужно было принимать какие-то, может быть, резкие, неожиданные решения. Да, вот спонтанно нужно было думать, вот за или против, сделать шаг, не сделать. Да, это не обязательно что-то глобальное. Это могут быть какие-то даже житейские ситуации, но решение нужно было принимать сразу, здесь и сейчас. У кого-то могли быть и вопросы жизни и смерти, да, ну то есть у кого как это проиграется. Вы человек, который уже, знаете, наверное, привыкли. Вот вы привыкли, хоть вам и тяжело тянуть всю эту лямку по жизни. У кого-то из вас сейчас может проигрываться достаточно такой сложный период, когда вот все и сразу навалилось. Это может быть несколько проблем важных, тяжелых, которые, ну, таким большим-большим грузом лежат на ваших плечах. Это может быть, опять же, ситуация, когда вы находитесь в размышлениях по поводу принятия какого-то решения. Здесь может быть все, что угодно, да, поскольку общий расклад. И тут же нам показано, что вы выпадаете в энергиях императора. Это достаточно сильный мужчина, да, который, в общем-то, хоть вы и сильный, но вы уже так устали все тянуть на себе. Вы так устали от того, что даже если это семья, либо же была семья у вас, да, вот как-то на вас ваши женщины могли сбрасывать все проблемы, да, вот как-то ты мужик, типа ты и решай, вот в таком плане. И, знаете, вот в вашей жизни как-то было то ли мало поддержки, мало понимания, вот чисто такого женского. Поэтому сейчас мне показано, что вот многие меня, которые сейчас смотрят, ну действительно вот, ну холостяки, да, то есть мужчины свободные. Либо же еще может проиграться, что если вы в отношениях, но они настолько уже пустые, что даже карты нам не показывают, что это отношения. Это иллюзия отношений. Это может быть иллюзия брака, если вы сейчас просто живете как соседи. И давайте-ка напишем в комментариях, ребят, напишите все, какие самые такие глобальные, может быть, проблемы вот на вас навалились. Что у вас сейчас стоит на кону, может быть, да? Уйти или остаться там с женщиной, может быть, по работе, может быть, финансовые моменты, либо еще какие-то житейские. Вот что таким большим грузом сейчас лежит у вас на душе? Пишите обязательно. Если такого нет, значит пишите, что все хорошо, ничего такого нет. Поскольку это общий расклад, у кого-то это могло недавно вот еще быть, да, такой тяжелый период, у кого-то сейчас может быть такой вот сложный период. На самом деле вы человек, который очень уверенно стоит на ногах, знает себе цену, хоть и тяготы, да, одно другое не отменяет. Вот вы, как истинный император, вы тянете эту лямку молча, стиснув зубы. Да, вы можете грустить в одиночестве, вы можете особо даже не делиться ни с друзьями, ни с кем по поводу того, как вам тяжело, потому что, ну как же, я император, да, я сильный мужчина, я упаду сам у себя в глазах, да, если я буду там жаловаться, скулить, ныть, это абсолютно не про вас. Императоры не жалуются. Императоры могут ночью, ну, пустить скупую мужскую слезу, да, но чтобы никто не видел. А потом снова начинается день, снова одеваете свои доспехи, идете спасать мир, да? Что еще о вас расскажу? Да, постоянно вот сомнения. Знаете, мне почему-то показано, что в вашей жизни вот было столько каких-то вот разочарований в людях, что вы очень, очень осторожничаете, очень так с сомнениями подходите. И не только к ответам, да, каким-то вопросам, ответам, принятием решений, но и в отношения, вообще во взаимоотношения с людьми вы входите очень осторожно.
И казалось бы, да, вы сильный, уверенный в себе мужчина, но вам уже просто банально надоело обжигаться. Вот банально надоело, когда ты делаешь людям добро, а в ответ тебе злая неблагодарность, да, черная неблагодарность. Когда ты идешь кому-то на уступки, а это не ценится. Вы устали от того, что обесцениваются ваши какие-то порывы, ваши поступки и в отношениях в том числе, да, напишите, у кого это резонирует. Поэтому вы сейчас осторожничаете. Кому-то из вас даже, может быть, уже как-то привычно быть вот самим собой. Вам уже комфортно, вы уже, может быть, привыкли, да, вы находитесь в занятии, может быть, хобби какое-то, вот именно в одиночестве, чтобы как-то и расслабиться, хоть немножко от этого груза, да, спастись. Отдушина такая своего рода. У кого-то вот может проиграться, есть такой закадычный друг. Но это такой, скорее, друг давний-давний. Это может быть друг детства. Друг еще с тех времен, когда вы, может быть, учились, да, то есть сквозь многие испытания и сквозь многие годы вы прошли с этим человеком, который до сих пор, в общем-то, может вам и помогать, и поддерживать, но все равно вы, как истинный император, вы стараетесь все это держать в себе и особо, ну, не просите, да, это уже в самых таких крайних моментах, может быть, вы можете попросить какую-то помощь, но не более того. Да, и вот снова вот такие девятка кубков даже нам показывает, что вот многие из вас даже научились, может быть, кайфовать в одиночестве. Вот я не вижу какой-то зависимости от женщины. Вот то, что нам показывает сигнификация, вы тоже, в принципе, видите, не выпала ни одна значимая женщина. О чем это говорит? Либо же, как я уже озвучила, даже если вы в отношениях, но это мертвые отношения, мертвая семья, да, это уже даже, ну, семьей не назовешь. Либо же в вашей жизни нет такой значимой женщины, которая бы очень так плотно поселилась в вашем сердце. Такой, знаете, сильный, уверенный в себе, но ужасно одинокий и уставший холостяк. Вот почему-то мне так хочется сказать. Итак, давайте-ка разбираться, кто же часто вспоминает о вас. Переворачивайте под себя. Я буду разные ситуации называть, кому что подходит. И погнали. Кто же о вас вспоминает? Опять-таки то, что я, в общем-то, озвучила в начале этого видео. Здесь может о вас вспоминать человек, которому, возможно, вы когда-то одалживали деньги, вот как-то с финансами это связано, да, может быть, помощь какую-то давали. Но потом эта история как-то не очень красиво закончилась. Либо человек вам нервы потрепал, пока отдавал деньги, да, либо же вообще не отдавал, да, вы могли махнуть рукой, у кого как проиграется. И этот человек, знаете, ему сейчас далеко не сладко. Этот человек снова вас вспоминает, но я думаю, вряд ли он очередной раз к вам сунется, чтобы те же деньги одолжить, либо же что-то попросить, потому что, ну, вы держите с человеком дистанцию. Я не скажу, что здесь какой-то глобальный такой разрыв, конфликт произошел, но вы для себя, ну, галочку поставили. Это такой пунктик, да, что с этим человеком в финансовом плане, да и вообще в близких каких-то отношениях нельзя никак взаимодействовать, потому что человек ненадежный, человек может одалживать, обещать что-то делать, но либо не выполнять, либо же очень долго тянуть это все, да, не сдерживать своих обещаний. Поэтому, ну, здесь дистанция между вами, но человек вспоминает вас, вспоминает, как когда-то вы, ну, более часто, может быть, взаимодействовали, может быть, кто-то дружил, да, если это ваш друг. У кого-то это коллега, может быть, там, либо какой-то знакомый, но однозначно вы чаще раньше общались. Человек вот даже немножко как бы грустит за вами, за теми временами, да, и, конечно же, ну, подсознательно у него сейчас такой, опять же, период непростой финансовый, ему бы, конечно, хотелось у вас опять что-то попросить, может быть, деньги те же одолжить, либо какую-то помощь, но он не сунется, просто из страха банально. Ну и даже как-то неудобно ему. Так, кто еще о вас вспоминает? Это женщина, которая, в общем-то, ну, она очень сильно в свое время на вас запала.
Это не обязательно, что у вас был какой-то роман, скорее нет. Это такая, знаете, несостоявшаяся ее любовь, увлечение. То есть вы нравились в свое время какой-то женщине. Она могла показывать всяческие знаки внимания, всякие манипуляции, ухищрения, пытаться вас как-то заарканить. Почему у нее не получилось? Давайте посмотрим. Здесь вы сопротивлялись. Вы сопротивлялись. Ну, во-первых, вы видели, что она легкомысленная. Во-вторых, у кого-то может проиграться, что вы слишком сильно были на тот момент заняты работой, как-то ушли с головой в работу, и вам было, ну, абсолютно не до каких-то свиданий, да, у вас настрой даже был не тот. Возможно, даже на тот момент вы проходили свою такую довольно кризисную ситуацию. Может быть, вы как раз расстались в то время, либо же в процессе расставания были. Ну, поэтому у вас как-то сердечко абсолютно не трепетало, и вам не хотелось тогда иметь вообще никаких отношений. А она, наоборот, она загорелась вами, да, вот вы ей понравились, но вы вот держали очень четко оборону. Вы не хотели с ней никак взаимодействовать, никак общаться. Причем, кстати, после того периода, да, вот когда вот абсолютно она исчезла из вашего такого поля зрения, она могла через какое-то время снова эта женщина появиться. Вот вспомните, да, может быть, были у вас такие случаи, что где-то вы пересекались, общались, да, вот какая-то женщина, ну, слишком часто пыталась вам либо же написать кому-то, может быть, в жизни взаимодействовали. А потом вот как-то вот она отпала сама собой, да, вы могли не заметить, что вот она исчезла из вашей жизни, она перестала с вами выходить на коммуникацию, либо же перестала появляться у вас на глазах, да, смотря где вы пересекались. Ну, то есть она как-то отпала вот сама собой. А потом, через какое-то время, она снова могла появиться в вашей жизни, либо же у кого-то может проиграться, что она появится в ближайшее время. С чем она появится? Для чего? Ну, здесь через манипуляции появится. Ей захочется с вами все-таки попробовать, ну, возобновить контакт именно для романтических отношений. Даже если это были какие-то рабочие моменты, да, но здесь она не с рабочими моментами появится, а здесь будет манипулятивный ход какой-то, очень неожиданный, такой спонтанный. Вы можете даже удивиться, там сказать: о, где ты пропадала, да, давно тебя не было видно, слышно. Ну вот она к вам пожалует для того, чтобы попробовать еще, да, вот вас завоевать. А получится ли у нее? Давайте посмотрим. Да, очень так неожиданно она ворвется. Причем так у нее особо такого плана не будет вот по захвату вас. У нее точно не будет плана. Она спонтанно вот прорвется, а авось повезет, да, вот второй такой шанс. Но здесь, знаете, вот что-то в ней такое будет, что вас может оттолкнуть. Опять же, здесь будет зависеть от вас, да, потому что, ну, Таро – это не приговор, это воля выбора. Но я вам скажу так, среди вас будут те, кто поведется на ее чары, потому что есть в ней какая-то манящая такая энергия, есть в ней сексуальность, привлекательность, это однозначно, безусловно. Но будут также среди вас те, которые увидят в ней какую-то такую, знаете, злостную искусительницу. Вот будет ощущение, что женщина хочет просто поразвлечься с вами, что она несерьезная. Кому-то из вас может показаться, что вот она, ну, такая достаточно легкомысленная, что ли, да, а вам хочется какой-то стабильности, если уж на то пошло, да. Поэтому, ну, в общем-то, выбор будет за вами. Но это женщина, которая, ну, такая, назовем ее тайная поклонница, которая исчезала из вашей жизни, а потом снова либо появилась, либо проявится снова. Итак, кто еще часто вспоминает о вас? Давайте-ка смотреть, кто еще часто вспоминает. У кого-то проиграется, ребят, что вас вспоминает, но это скорее человек, может даже у кого-то начальник или начальница проиграться. Здесь какие-то рабочие моменты, и знаете, такое ощущение, что этот ваш начальник думает о вас 24/7. Ну, в каком плане, да? Что вот нужно позвонить, нужно что-то решить, куда-то там отвезти, привезти, да? Ну, то есть вы настолько компетентный человек, что ну, как будто вы из головы вот вашего начальства совершенно не выходите, да, ну, это так, я утрирую немножко, и смех, и грех, в общем. Ну, то есть вы очень ценимы, да, если можно так сказать, вас очень ценят, ваше начальство.
По первому зову, по первому случаю к вам бегут, да. Вы очень такой человек, который откликается. Помимо того, что вы мастер своего дела, да, вы много умеете, может быть, даже не только по своей профессии. Поэтому вот начальство, вот знаете, вот приведу такую банальную ситуацию, чтобы было понятно. Да, вот случилось, ну, там, я не знаю, ЧП какое-то, грубо говоря. Так, что делать? Куда бежать? Кому звонить? Так, Саше мы позвоним, да? Саша у нас самый умный, Саша у нас там самый компетентный, он знает, как разрулить эту ситуацию. Все, и тут Саше позвонили, Саша погнал уже в выходной на работе, да? Ну, приблизительно, просто чтобы вы понимали. То есть начальство о вас думает постоянно. Так, далее. О вас думает женщина, с которой вы сейчас можете быть не вместе, но женщина, которая, вот она действительно, как коварная искусительница, может у вас не выходить из головы. То есть, вроде бы точка поставлена, вроде бы вы сказали, все, не хочу, не буду, назад дороги нет, но в то же время вы понимаете, что вы как привороженный, вы не можете ее выбросить из головы. Да, вот кто-то из вас явно думает, что, ну, может быть, она что-то сделала, где-то наколдовала. Она до сих пор имеет власть над вами. И почему она думает? Что она хочет? Почему она думает? Я не скажу, что она думает прям каждый день. Она, знаете, о чем думает? Она вспоминает какие-то моменты, когда вот вы что-то ей то ли такое важное для нее делали, может быть, дарили, может быть, какие-то такие супер-сюрпризы устраивали, какие-то поездки, да. Вот какие-то поступки отложились у нее в голове, и она сейчас сравнивает вас с другими в этом плане и думает, елки-палки, а мой же был лучше, а мой же был круче, а мой такие вещи делал, да, вот. Она с каким-то сожалением даже вспоминает, потому что даже те мужчины, которые были после вас, и которые у кого-то вот сейчас показано, что да, женщина с мужчиной бывшая, но этот мужчина как-то холодно держится, сдержанно, он не дает тепла, он не дает тех финансов, тех подарков, которые вы давали. Поэтому она с такой вот ностальгией какой-то вас вспоминает. И, ну, я не скажу, что она кусает локти, но вот как-то ей грустненько, да, что думала, звезду с неба схватит, да, и все мужчины мира будут ее любить, кружить, а тут не так все пошло. Кто еще вспоминает? Так, вспоминает человек, с которым вы должны решить какую-то достаточно важную ситуацию. Опять же, здесь у всех проиграется по-своему. Здесь могут быть и какие-то рабочие моменты, здесь могут быть финансовые, личные моменты. Как будто вы ждете весточку от этого человека. С чем это связано? Знаете, как будто человек должен принять какое-то решение. Может быть, это даже связано, допустим, вы прошли собеседование, да, вот берут, не берут. Может быть, там с кем-то вы хотите компаньонами быть, человек думает, там, идти, не идти, да, в компаньоны. Ну, опять же, у каждого это по-своему проиграется. Кто-то ждет из вас, возможно, даже решения какое-то от женщины. Поскольку это общий расклад, то здесь может быть ситуация, что женщина принимает решение, допустим, там, будет она в отношениях с вами или нет, да, либо же там еще какие-то моменты. Может быть, вы что-то предложили женщине, может быть, вы предложение кто-то сделал в самом прямом смысле слова. Поэтому здесь идет очень позитивная энергетика, и то предложение, вот, ну, ту весточку, которую вы ждете, она будет очень позитивная, и, в общем-то, вы испытаете достаточно радостные, такие бурные эмоции, все сложится так, как вы хотите, и все у вас получится. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, и всем пока!